Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у меня любимая моя съедающая все мои ногти клиентка. В этот раз мне на коррекцию дожили только 4 ногтя из 10. Хорошо, что хоть они дожили, это уже радует. Итак, наша задача на сегодня сделать коррекцию на эти ноготочки. Ну как коррекцию? У нас получается половина наращивания, половина коррекции. Поэтому те ноготочки, которые у нас есть, мы убираем в длине по белый френчик, оставляем только ногтевое ложе. Новые ноготочки будем наращивать при помощи акрилатика сразу же в одну капельку, поэтому ничего страшного здесь не будет, все будет происходить довольно-таки быстро. На отросших ноготках убираем материал согласно нашей будущей коррекции. То есть в данном случае у нас ноготочки практически идеально ровные. Это у меня единственная клиентка, у которой более-менее ровные ногти. Но опять же, у клиентки ситуация осложняется тем, что она эти ногти кушает. То есть идеальных клиентов не бывает в принципе. Но, тем не менее, здесь материал необходимо снять довольно-таки равномерно по всей его поверхности, потому что здесь поднимать ногти или опускать их вниз нам не понадобится. Единственное, что хочу удалить по максимуму белый материал, для того, чтобы он потом не мешал мне рассмотреть будущую архитектуру своего ноготка. Остальные же ноготки взрыхляю просто пилочкой для того, чтобы приподнять чешуйки натурального ноготка, чтобы сцепить будущий искусственный материал с поверхностью ногтевой пластины. Далее все как обычно. Отодвигаем кутикулу пушером, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и переходим к моделированию.
Как я и говорила, коррекцию ноготкам и наращивание этих ногтей мы будем делать в одну капельку акрилатика. Берем камуфлирующий акрилатик и сразу же одной капелькой выстраиваем на готовность наш будущий ноготочек. В данном случае сразу же поднимаем необходимую высоту апекса будущего и выстраиваем полностью весь ноготь. Его в принципе можно было и не опиливать после этого этапа, но как вы знаете, я очень люблю пилить, поэтому пилить будем в любом случае. Те ноготочки, которые у нас отсутствуют, мы будем наращивать, поэтому подставляем форму, изначально вырезав ее по форме нашего гипонихия и сделав насечки из точек вроста, выпуская боковые валики. Если вы изначально правильно и четко поставите бумажный шаблон, то выложить ноготочек на готовность у вас уже не составит никакого труда. Его даже поджимать не нужно будет, потому что он будет уже с арочкой, он будет красивенький, стройненький, изящненький. Поэтому обратите внимание на все эти нюансы. Обратите внимание, что в насечках я ставлю ножнички под 45 градусов. Смотрите, откуда я делаю насечки, смотрите, где эти точки вроста находятся, если вы вдруг не знаете, а лучше бы, чтобы знали, где находятся точки вроста. Надеюсь, все-таки для вас этот термин не является чем-то новеньким. Если вдруг является, напишите в комментариях, давайте мы тогда в следующем в каком-нибудь ролике разберем, где же эти точки находятся. И обратите внимание, что на миндалик форма ставится практически ровненько относительно боковой оси пальчика. Надеюсь, в этом уроке я вам максимально подробно объяснила, как же ставить форму для наращивания миндаля. После того, когда у нас акрилатик немножечко подхватился, на это нам необходимо буквально 10 секунд в лампе, мы его совсем чуть-чуть поджимаем, опять же, в точках вроста натурального ногтя. Ниже смысла жать нету, потому что ниже у нас по форме ноготок стоит идеально, а выше, если мы будем зажимать ногтевое ложе клиента, мы можем добиться анихолизиса и болевых ощущений у клиентки во время поджатия. Поэтому распределяем зажим таким образом, чтобы зажимать точки вроста, но не травмировать натуральный ноготок. Далее переходим к опилу, и скоро на канале я сделаю ролик с подробнейшим описанием этого процесса, поскольку вы довольно-таки активно за это проголосовали. Так вот, если вы хорошенечко проголосуете в данном ролике, мы с вами разберем еще, как вырезать форму, как вырезать бумажный шаблон по форме гипонихия. Если вам это необходимо, ставьте плюсики в комментариях. Мы посмотрим, сколько желающих. Если будет довольно много, я обязательно сниму ролик на эту тему. Итак, вот такие ноготочки у нас получились. На указательном пальчике небольшой пузырик в материале. Его можно было аккуратненько распилить при помощи фрезера и сделать латочку при помощи акрилатика. Но поскольку у нас сверху будет полное покрытие гель-лаком, мы не будем этим делом заниматься. Мы просто закроем это все гель-лаком, и будет все смотреться очень симпатично. Итак, надеюсь, вам сегодня было полезно, надеюсь, вам было интересно. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!